Ребята, я приехал за учебником по дайвингу. В прошлый раз я с ребятами, это Паша, знакомьтесь. Мы ездили на дайвинг, и я решил до своего отлета закрыть вопрос с получением лицензии Open Water. Вот, и Паша собирается мне в этом помочь. С удовольствием. Расскажи, пожалуйста, что за учебники и что мне нужно освоить для того, чтобы получить лицензию? Итак, рассказываю. Для того, чтобы получить свой первый дайверский сертификат, тебе нужно, собственно говоря, прочитать книжку, то есть теоретические основы, потом практические основы, а потом все это дело отработать в открытой воде. Ну все, я наконец-то приступаю к своему обучению. У меня есть учебник, мне нужно сегодня закончить 3 главы, а это вот все. И в этот момент, знаете, мне вспомнился фильм «Матрица», когда его подключают к системе, он такой лежит, там, ему заливают информацию, и он открывает глаза и говорит: я знаю кунг-фу. Вот мне бы очень хотелось сейчас, чтобы эта система была где-нибудь здесь, и я мог к ней подключиться, но, к сожалению, имеем, что имеем, поэтому я начинаю учиться. Курс молодого бойца, как собрать быстро собрать, супер быстро собрать комплект акваланга и баллон. Если ты просто вот так вот как было, вот так вот застегнул, так вот, да, то на самом деле можешь неплотно застегнуть, и это неправильно. Да. Правильно застегнуть следующим образом. Ты вот этот вот хлястик вынимаешь отсюда, немножко его натягиваешь, эту пряжечку немножко, видишь, я утопил, как получается. И вот теперь я вот здесь вот придерживаю, и вот сюда вот, и это получается как рычаг. Не надо только пальцы здесь затягивает. Да, то есть ты когда тянешь, когда у тебя получается легко, не надо никакой силы, то есть не надо сожму пряжку, единственное пальцы убираешь, чтобы, потому что характерный щелк, если у тебя там пальцы, то ай больно. И надо запомнить, все, из чего мы дышим, находится справа. Соответственно, вот эти штуки, мы их используем для дыхания справа, все остальное слева. Обращаю ваше внимание на то, что если ты эту штуку сильно пихнешь, это не значит, что она сейчас взорвется. Нет. Это значит, что надо вот так вот хлопнуть, чтобы она перестала так шипеть. Да, то есть чуть-чуть нажатие. Давай я все-таки верну его в режим придайв, тогда ничего такого не будет. Да. То есть ты должен проверить, эта кнопка работает. Эта кнопка работает. Кнопка, и самое важное, пожалуй, кнопка поддува конденсатора плавучести. В общем, ребята, самое главное в дайвинге — это ощущение невесомости под водой, которое ты можешь поймать. Вот эта нейтральная плавучесть. Есть позитивная, когда ты всплываешь, негативная, когда ты погружаешься, то есть это все делается дыханием. И есть нейтральная, когда ты ловишь вот это ощущение невесомости и просто зависаешь в воде. Сейчас продемонстрируем. Попробуем. Кажется, дождь приближается. В общем, вот такой вот навык можно обрести очень быстро. Главное желание, ребята. И талант. На самом деле очень быстро это у него получается. Да. Я его и не кидаю, он мои массажист. Все, быстренько вылезаем и гоним домой. Все, Паш, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Очень приятно вообще было провести время, пообщаться. Смочили жабры, как говорится. Да. Завтра в соленой воде. Да. Как и с китовыми акулами в соленой воде. Надеюсь, с китовыми акулами. Обязательно. Уже хотелось бы. Всех благ. Все, счастливо. Давай. Пока-пока. Пока-пока. Доброе утро, друзья. Поехали дайвить. Добрый путь. Смотрите, кто тут пришел. Это моя сладкая девочка. Всем доброе утро. Мой завтрак. А второе, видим заморский корабль. Первая остановка Котао, делаем небольшой кофе-брейк и двигаемся в сторону Нангюань, уже давить. Так, карманы. У тебя тоже все вот таков, поэтому, как говорится. Да, я и сам вот таков. Ты тоже вот таков. Вот эти ребята знают толк в дайвинге. Просто для сравнения, сегодня лягушатник. В общем-то мы отплыли, потому что на той стороне очень много народа. Даже на пляже сейчас видно, что реально туризм начался, походу.
Мастер барбекю, смотрите, что творит. Ты не говори. Это армянский вариант, знаешь, да? Нет. Мы еще феном любим. У нас тут небольшой инструктаж перед ночным заплывом. Вообще принято погружаться на знакомых местах. Ну, для вас, конечно, как для новичков, сейчас все будет достаточно новое. Скоро уже в путь. Ночное погружение. Ну что, поехали? Ничего не видно, никого не видно. Пришел такой, да? Скажите, пожалуйста, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, мы увидим акулу сегодня? Если только черноперку. Но ты должен быть быстрый, потому что она убегает от дайвера. Боится пузырьков. Но были случаи, когда видели черноперую акулу на вайтроке. Так вот, чтобы твое лицо было хотя бы видно. Теперь не мы вру, знаем. мои честные глаза не врут. Ну все, в путь. Акула напала, мы такие. Что там? А в живых должен остаться только один. Что за интриги? Почему? Помните, ребята, несмотря на то, что вы плывете с инструктором, инстинкт самосохранения превыше всего. Я вас спасать не буду. Вот так. Ребята, смотрите, заправочная станция прямо на воде. Мы подъехали взять баллоны и двигаемся к споту. Ну все, мы сейчас собираем все оборудование, готовим снаряжение и идем на заплыв. Волнительно, очень волнительно. Суета. Ребята, ночной дайвинг. Кто тут есть, смотри. Вот все, что видно. И вон наш корабль. О боже, как же это было круто! Это было круто! Мы на земле. Эй! Всем привет! Это было круто. Круто, правда? Очень круто. Совершенно другие ощущения. Вообще, ты там плывешь, у тебя вот видимость просто вот этот прожектор и все. Ну то есть, ну ты видишь еще ребят там, то что они подсвечивают. А вокруг темно, как бы ты там подсвечиваешь, видишь, что там. Очень круто. Ощущения совершенно вообще. Так что это кайф! Супер! Ну что, у меня заключительный экзамен по курсу Open Water Diver. Вот 50 вопросов здесь. В каждом вопросе 4 варианта ответа. Это бланк для того, чтобы отмечать ответы. В помощь мне учебник, ну и мои знания, которые уже накопились за это время. Поехали. Давайте зачитаю вам один из вопросов. Представьте, что у вас в руках шарик, который вы надуваете, завязываете и опускаете на дно бассейна. Что произойдет с шариком и воздухом внутри него? Так, давайте посмотрим. Мне кажется, что шарик должен уменьшиться, так как объем воздуха будет уменьшаться. И плотность воздуха внутри него будет увеличиваться. То есть шарик уменьшится в размерах, и плотность воздуха внутри него, то есть сжимается воздух, плотность увеличивается. Вариант П. С заключительным экзаменом я справился. 50 вопросов, 50 ответов, глобально ничего сложного. Особенно если ты изучил все обучающие материалы и знаешь, как работают вот эти вот таблицы, все становится максимально прозрачно. На сегодня я все свои вопросы закрыл. Завтра у меня финальный дайв, и после этого я получу свою лицензию Open Water. И стану белым человеком в мире дайвинга. Так что пожелайте мне удачи. Вам я желаю всех благ. До завтра. Ну все, Паша приехал. Приехал.
Рассказывай, Паш. С аквалангами. Конечно, а как пошли без аквалангов? И, собственно говоря, Сильвер-Бич. Кстати, один из самых популярных, мне кажется, русских пляжей. Все здесь будем. Видишь, вот там вот темное где? Вот светлое и темное. Вот Да. темное это коралловый рифчик, он такой вот прям идет полосой вот прямо. Ага. И вот мы туда поплывем, будем рассматривать всяких рыб и кораллы, ну и, конечно, делать навыки, которые связаны с плавучестью, контролируемое аварийное всплытие. Ну, в общем, сейчас я тебе еще детально все это расскажу, какие навыки нас ждут. Ну, в основном, конечно, плаваем, получаем удовольствие, в первую очередь, ну а во вторую очередь делаем навыки. Я надуваю твой, ты надуваешь мой, пока завтрак не полез наружу. Ну что, Дело сделано. Дело сделано. Ну что, я тебя поздравляю. Спасибо Шикарно большое. справили. Ну все, глобально, я думаю, что мы закончили. Паш, что скажешь о проделанной работе моей? Отлично. Я имею в виду просто шикарно. Почему? Потому что надо, как я тебе уже говорил, не более 25% ошибок. Мгм. То есть это здесь всего 50 вопросов. 13-й вопрос является роковым. Мгм. 13 число такое. Ну, в общем, я к чему? Я к тому, что у тебя всего раз, два, три, не знаю, ну, в общем, более... По-моему, 4, если вот Да. это считать. Да, а, ну да, слушай, ну хорошо. Но в этом все совершают ошибку, это специально даже можно поговорить. В общем, это более чем, так что видно, что с теорией ты очень хорошо справился, и в дальнейшем она никак не будет, как сказать, неправильная теория никак не ляжет на неправильную практику, и все будет безопасно. Поэтому молодец. Че, я тебе рекомендую. И Нет. плюс. Тебе спасибо большое, ты очень Спасибо большое. доходчиво, подробно все объяснил. Стараюсь. Вот, спасибо за такой С хорошими крутой курс. студентами всегда. Да. Спасибо. Супер. Пришел в гости Конечно. с самым главным подарком вечера. Самое главное, журнал учета погружений, контроль. Здесь все записано, осталось только написать тебе имя. Это у меня есть. Ну ты справишься, да? Разберусь, да. Седаевы, Синедаевы, все как То есть полагается. все уже там внесено. Всё уже И внесено. каждый раз, когда я давлю, Да, начинается. да, на самом деле смотрите очень просто все. И записываешь номер Даева, Мгм. дату, где погружался, глубина и время. Вот сегодня мы ныряли, у нас глубина Да. была 7, время написал. Ну, собственно, ставим печать, роспись. Ну, это как Я не спрашиваю скажу. спортом, только попроще. Не знаю, никогда не занимался Я тебе покажу, там такая же книжка есть, Ага. тоже есть. Это у тебя есть уже на почте. То есть это Это то, не ради нужно. чего я Да, пахал. да. Е-е-е. Эй, и это, ну ты же меня на поляну позвал, поэтому тебе как блогеру очень пригодится такая штука. Это- Подводная фигня. Ага. Ты ее себе нацепляешь и потом с этим плаваешь. И Да. она оттягивается. Она оттягивает. Я И понял. и это что-то никогда не теряешь. Тебя зовут? Как тебя зовут? Спасибо. Тася. Тася, Спасибо. очень приятно. Тася, у нас есть кофейня.